Всем привет! Сегодня у нас расклад «Мужчина хочет вернуться в твою жизнь». Я надеюсь, что у вас их не миллион бывших, да, чтобы не спрашивали, хотя не сможете спросить, какой из хочет вернуться. И, по идее, все понятно, да? Итак, заходите в проживание арканов, обязательно заходите в магический чат, заходите в манифест «Круг женской силы». И давайте начнем наш расклад. Итак, первый вариант. Как хорошо то, что поместилось все, прям замечательно. Итак, что движет им сейчас, да, когда он собирается вернуться? Ну, он тысячу оправданий в голове крутит. Все сложилось так, все сложилось, извини меня. Что прям скажет, вот как сказать, прям я осознал, и мне там, вот как сказать, сами высшие силы велели вломиться обратно в твою жизнь. Его, знаешь, его подталкивает ощущение, что судьба вдруг, знаешь, перестала быть к нему благосклонной без тебя. Пресный быт, пустота в душе, и это все толкает искать, как говорится, путь назад к тебе под теплое крылышко. Он прикидываться будет, как говорится, расслабленным, уверенным, но внутри его не отпускает мысль, что он потерял тебя, а ты — это самое ценное, что у него было. И вот он, как говорится, решил, что теперь судьбу надо брать за шкирку и возвращать утраченное. И он ждет от тебя то же самое, понимаешь? Он ждет от тебя, что у тебя вот чувство ностальгии нахлынет, да, потому что он надеется, что у тебя сердечко дрогнет, там, пусть даже на мгновение, да, но вернет его вот в те времена, да, когда все было ярко, страстно и красиво. И вот главное, что им движет, да, это стремление исправить ход событий, да, и вернуть все на круги своя, хотя бы чисто для самоутверждения. Что изменилось с момента вашего расставания? Но знаешь, на первый взгляд он стал более серьезным. Может собранно держаться, да, говорить умные речи и казаться, как будто научился чему-то важному. Но, знаешь, в глубине души сохраняются старые привычки манипулировать тобой, да? Возможно, обстоятельствами. Он переосмыслил что-то мелкое, понимаешь? Он научился извиняться более убедительно. Планировать финансы, возможно, получше, да? Но если глубже заглянуть, то глобальных перемен нет. Это, знаешь, как будто он вот научился играть свою роль, которую играл до этого, осторожнее, чтобы тебя не вспугнуть. Он будет убедительно рассказывать, как многое осознал, но важно понять одну штуку. А подкреплены ли вот эти слова делами? Есть риск, что весь вот этот серьезный вид — это костюм, который он одел для очередного захода. Если меня смотрят мужчины, извините меня. Но что тут поделаешь, если вы такие хитрожопые?
какие воспоминания или чувства удерживают тебя от того, чтобы окончательно прошлое отпустить, потому что ты о нем думаешь. А в тебе живут те вот прекрасные картинки, когда вы вместе там смеялись, улыбались, за ручки держались, целовались и радовались. И вот это все тянет тебя назад. Ты надежду сохраняешь, что все можно вернуть и воссоздать тот уют, который раньше был. Понимаешь? И сердце у тебя упирается, вспоминая вон те моменты, да, где именно вот он подтолкнул тебя к важным свершениям, подарил искренние эмоции. И по сути это, знаешь, вот как ниточка теплая, да, за которую ты держишься и боишься признать, что человек не соответствует вот этому светлому образу, который ты в голове себе нарисовала. И, конечно же, вот эта милая ностальгия, она мешает взглянуть правде в глаза и понять, что люди меняются, и не всегда в ту сторону, которую мы себе, как говорится, в воображении рисуем. Какие основные проблемы могут вновь всплыть на поверхность, да, если вы начнете общаться? Старые баталии вернутся. Конкуренция за лидерство, взаимные претензии, которые вы якобы там, как говорится, похоронили. Но они только дремлют. Они даже не спят. Они просто дремлют, дожидаясь вот удобного случая. Ревность безосновательно заиграет снова. Снова начнет он устанавливать свои правила, не считаясь с твоими границами. Всплывут денежные вот эти конфликты ваши, перекладывание вины, вечные бои за внимание, кто прав, кто виноват и так далее и тому подобное. И да, я тебе еще раз повторяю, прошлые обиды рванут. Обязательно. Вот на данный момент вы их оба тряпочкой прикрыли, да, как этот дружеский договор. Но, как говорится, ветерок подует, и пойдет новая вот эта волна взаимных упреков. Понимаешь? И вот эту кухню придется разбирать. Разгребать, я бы сказал, от вот этого мусора. Что надо сделать тебе, чтобы понять, нужен ли он вновь в твоей жизни, да? Самое главное — себя не обманывать. На такую тему, да, которую ты очень сильно любишь, это все само рассосется, все само собой решится, это только время. Прекрати выдумывать. Нужно жестко задать себе вопрос, готова ли ты вновь рисковать? Вот готова? Если он не предъявляет никаких конкретных перемен, то готова ли ты рисковать? Всего лишь простой вопрос. Скажи вот себе прямо, что больше не станешь утешать там его обещаниями, да, без подтверждения на деле. Попробуй четко расписать, в каких моментах он должен был бы поступать иначе, да, чтобы выстроить здоровое общение между вами. Без вот этой ясности он просто закружит тебя вот в прежних словах. Не бойся озвучивать условия. Типа вот, давай так. Если возобновляем контакт, то нужно вот это, а не только твоя болтовня. И это убережет тебя от повторения старого сценария. Ты абсолютно имеешь право на свое эмоциональное благополучие. Для тебя это кажется естественным, и дед, ты ничего не сказал, я знаю. А что ж тогда было до этого? Как будут развиваться события, если вы оба решитесь на вторую попытку? Варианта тут два. Тут два варианта. Либо вы вместе прорветесь к новому уровню, да, где вот каждая ссора, каждая обида будут выписаны наперед, да, и обговорены. Либо все по старому кругу пойдет. Если он действительно научился чему-то, да, и готов рвать прежние шаблоны, то шанс на вот
живой искренний союз между вами, он есть. Но если просто очередной заход, потому что, как сказать, туз жезлов дымится, да, то это просто временно. Потому что жезлы дымятся, да, например. Вспыхнет потом недоверие, вы опять компоту напьетесь, и потом начнется недоверие, претензии и прочее, прочее, прочее. Но выбор всегда за тобой. Хочешь ли ты снова сделать ставку на сценарий, что будет все хорошо? Или захочешь оставить все в прошлом? В любом случае решение, оно должно быть, как говорится, на трезвую голову, а не основанным на желании попить компоту. Понимаешь? Тут все понятно. Давайте перейдем ко второму варианту. Так, двоечки. Что движет им сейчас, когда он собирается вернуться? Он полон противоречий. Ну, знаешь, как огонь и вода внутри него, да, и они там соревнуются за первое место. Ну, они же противоречивы. Вот у него также противоречие. С одной стороны, он ощущает вот этот всплеск любви и вдохновения, и хочет заявить, что наконец-то понял, кто ему действительно дорог, да. Он засыпет тебя комплиментами, красиво будет обещать, что вот все будет иначе в этот раз. Потому что что? Потому что он сейчас чувствует, что без тебя теряет вкус к жизни. Понимаешь? Но, конечно же, нужно быть осторожным. За его вот этой, как сказать, романтикой скрывается желание вернуть контроль и вновь насладиться твоим вниманием. Он, знаешь, он как будто вот, как сказать, вот воодушевлен мыслью, да, что стоит ему лишь показать свою решимость и страсть, да, как двери в твое сердце, они заново распахнутся. И где-то на подсознательном уровне им еще движет страх остаться в стороне, пока ты такая красивая, сильная, дедушкина внучка, вперед идешь, а он в стороне остался. И это его бесит. Так что не удивляйся, если он появится вот с такими вот, как сказать, пылкими речами, да, и восторженным взглядом. Это его внутренний мотор шумит сейчас на полных оборотах в надежде снова почувствовать себя нужным, потому что там, куда он сбегал, он оказался не так уж сильно и нужен. Что изменилось с момента вашего расставания? Ну, кое-какие выводы он, конечно, сделал. Но не факт, что он до конца пересмотрел там свой характер, привычки и прочее. Да, он стал более мягким. Он предпочитает сейчас слушать тебя чуть дольше. Но это только создает видимость, то, что он новые выводы сделал. В глубине души, знаешь, таятся вот эти прежние установки, да, нежелание признавать свои ошибки. Если раньше у него была привычка подавлять тебя, да, или там оставлять тебя одну со своими всеми проблемами, да, то сейчас он может говорить, что все осознал. Но важно проверить одну вещь. Есть ли реальная готовность работать над отношениями, а не просто обещалки включать? Вот посмотри, изменилось ли его отношение там к твоим достижениям, да, к твоему, к вашему общему будущему. Какой у него план? Да вообще к элементарному совместному быту. Вот что он раньше не делал, он это будет делать. Если он только приукрашивает историю, да, а история под названием «Я стал другим»,
то, знаешь, он не будет спешить показывать это на поступках, потому что приукрашивает. И если он не стремится делать, а не говорить, да, то нужно подумать, не осталось ли вообще все по-старому. Какие воспоминания или чувства удерживают тебя от того, чтобы окончательно отпустить прошлое? Ну, в тебе, опять же, ностальгия живет теплая, когда между вами царила химия, да? Когда какие-то вот маленькие совместные радости наполняли жизнь смыслом. У вас были очень хорошие моменты, я не спорю, наполненные взаимной поддержкой и так далее. И вот память, она упорно отказывается выбросить вот эти лучики света. А еще ты боишься одиночества и уговариваешь себя, что вернуть, как говорится, того человека, которого уже знаешь, легче, чем открываться новому миру. Понимаешь? Потому что, знаешь, не только ты, мы все цепляемся за идеализированную картинку, как все было раньше. Раньше было лучше и так далее. Хотя реальность, она давно изменилась. И здесь стоит себе вопрос задать, всего один. Хочешь ли ты его реального или того, кем он был вот в начале отношений? А какой он реальный, ты знаешь. Просто обманываешь себя. Какие основные проблемы могут вот вновь всплыть на поверхность, если вы начнете общаться? Ну, смотри, тут риск нездорового подхода, да, который уже был. Ссоры нескончаемые, упреки о прошлом, а сколько у тебя мужиков было, а что ты им делала, недоверие, его желание управлять твоими решениями. И, конечно же, здравствуйте, на пьедестале будет твое разочарование в его отсутствии реальных действий. Если между вами вот конфликты были, да, там из-за его привычки там серьезных разговоров избегать, да, или там упрекать тебя по мелочам, то они очень легко вернутся. Стоит только дверь открыть. Понимаешь? И, конечно же, еще вот один риск — это старые паттерны. Это ревность, манипуляции, когда вот один начинает подначивать другого, проверяя границы. Поэтому не удивляйся, если кажется, что там вы все обсудили, но через неделю все, как говорится, на круги своя вернется. Прошлые болевые точки, они легко всплывают, если ими толком, как говорится, не занялись, не проработали и так далее. Что нужно сделать тебе, чтобы понять, нужен ли он вновь в твоей жизни? Тут все просто. Будь честна сама с собой. Понимаешь? Напиши или скажи, какую жизнь ты хочешь строить. Прям вот ротом скажи. И какой мужчина тебе в твоей жизни нужен. Если он вот несопоставим с твоими реальными планами, да, и потребностями, то стоит это вслух признать. Прежде чем, сломя голову, как говорится, лететь навстречу, платьишко шевелится, вы на поле ромашковом бежите друг навстречу другу, сначала проверь, готов ли он поддержать твою личную свободу, твои интересы, и не кроется ли в его вот этой внезапной активности старая привычка самоутверждаться за твой счет. Поставь условия. Пусть докажет поступками, что он действительно желает быть рядом с тобой без вот этих манипуляций, фальшивых обещаний и прочее, прочее, прочее. И, конечно же, избегай вот этих, как сказать-то, решений, которые, как сказать, подстегивает отсутствие компота. Понимаешь? Потому что эмоции, они заглушат твою логику.
Если он всерьез настроен восстановить связь, то он подстроится под твои новые правила игры. И никак иначе. Понимаешь? А если обиделся и так далее, мы посмотрим, ты без меня никто и так далее и тому подобное. Ну, оно тебе надо. Как будут развиваться события, если вы оба решитесь на вторую попытку? Два сценария. Он успел повзрослеть и готов к ответственности, да, либо будет весь тот же сериал повторяться по-новому. Если ты ему дашь шанс, то сразу приготовься границы обозначивать. Что ты больше не намерена терпеть вот это, и определи, где нужна его реальная поддержка, а не пустословие. Если он примет этот формат, то вас ждет постепенное восстановление доверия. Но если на словах золотые горы, как сказать-то это без мата? А при первых трудностях он сбегает, да, или там тебя упрекает, то здравствуйте, прежние рельсы, я паровоз под именем таким-то. Итог зависит от готовности обоих работать над отношениями, а не только языком чесать про светлое будущее. И главное, будь внимательна к его действиям. Красивые слова без поступков — это ничто. Давайте перейдем к третьему варианту. Троечки, привет. Что движет им сейчас, да, и когда он собирается вернуться? Ну смотри. В нем как будто... Как сказать, в нем как будто внутри собрался пожар из образов, да, где он снова видит тебя рядом, чувствует, что только ты способна вдохнуть в него жизнь, спокойствие и так далее. Он не просто скучает, ему хочется восстановить этот утраченный баланс. В нем, знаешь, гуляет эта жажда вернуть это тепло, которое однажды сгорело от непонимания. Он преподносить себя будет как уверенного, заботливо, говорить мягкие слова, обещать там чудесные перемены, но за этими иногда благородными мотивами скрывается его желание утвердиться за твой счет, да, или взять обратно то, что, по его мнению, принадлежит ему, а это ты. Им движет ощущение, что без тебя картина мира, она неполная. И его эго, оно страдает от пустоты. Поэтому нужно быть начеку. Не исключено, что он просто хочет вернуться не столько ради тебя, да, сколько ради восстановления своей уязвленной гордости. Понимаешь? Но в глубине души, конечно же, может леть это настоящее чувство. Только распознать, где там искренность, а где жажда компенсации, это, тебе самой придется, понимаешь? Что изменилось с момента вашего расстояния? На первый взгляд покажется, что он созрел для серьезных решений. Даже будет излучать эту более уравновешенную энергию. Он может объяснять это тем, что по-новому смотрит на отношения, понял все ошибки, но с собой честна будь. Потому что, задай вопрос, действительно ли он поменял подход к тебе, да? Или это маска, которая призвана вернуть этот утерянный трофей в виде тебя? Если он действительно работал над собой, да, постарался разобраться, где был неправ, то пусть озвучит. Это будет хорошим знаком.
Но знаешь, люди иногда создают вот эту видимость только перемен. Подкручивают тон в разговорах, да, обещают горы золотые, а за кулисами все те же схемы. Поэтому обрати внимание, как он реагирует на те темы, из-за которых вы раньше ссорились. Если у него по-прежнему пробивается вот это раздражение, да, а он этого не скроет, или там он уходит от серьезных разговоров, да, то суть мало изменилась. Но есть, конечно, шанс, что вот прошедшее время и боль от разрыва, они научили его большей открытости, да? Проверь все его поступками, а не словами. Я знаю, что каждые 3 варианта трактую плохо, но предавший однажды предаст и дважды. И это навсегда нужно запомнить. Исключений не бывает. Но это от себятина, и ее слушать не обязательно. Я бы сказал, что напишите мне комментарии, да, но вчерашние 4 комментария под очень сильным раскладом — это жестко, конечно. Какие воспоминания или чувства удерживают тебя от того, чтобы окончательно отпустить прошлое? Ну смотри, у тебя опять же грусть по тем моментам, когда вы были на одной волне. Отношения казались тебе почти идеальными. Но остался осадок недосказанности. Ты просто не успела раньше поставить точки над «и», да? И теперь глубоко внутри ты не можешь просто так отпустить, потому что точки не поставлены. И ты надеешься, что, вернувшись, он сможет восполнить вот те моменты заботы, признания, да, которые, как сказал, которые не додал тогда. И, конечно же, у тебя еще страх, что вдруг ты упустишь шанс вернуть что-то такое ценное, если скажешь «нет». Знаешь, важно понять одну штуку, да, что вот эти воспоминания, они реальны, или это твое воображение, которое дорисовывает сказочную картинку. Понимаешь? И остаешься ли ты заложницей прошлого, потому что просто не хочешь столкнуться с возможным разочарованием в будущем с другим мужчиной? Задай себе эти вопросы. Какие основные проблемы могут всплыть на поверхность, если вы начнете общаться? Ну, понятно, да? Старая история возвращается, где все держалось на твоей самодостаточности и терпении, да? А он воспринимал тебя как вот решателя всех там бытовых, романтических вопросов и так далее. Раньше, если тебе приходилось тащить отношения на себе, то шанс, что этот сценарий повторится, очень великий. Понимаешь? И еще всплывут моменты ревности, твоего недоверия. Если он манипулировал или был холодный, то при первом же конфликте он вновь начнет играть в этого сильного, недоступного и так далее, оставляя тебя разбираться с проблемами, как говорится, в одиночку. Понимаешь? И, конечно, будь готова, что его попытки завоевать тебя вот красивыми жестами, они могут оказаться вот этими быстро подтекающими, скоротечными. Потому что в душе он, привычек не менял. Давай откроем глазки с тобой, да, и поймем одну единственную вещь. Измениться может ребенок 5-летний, 3-летний. Да? Воспитывать должны родители, а не ты. Ты ему не мама. Просто вот это пойми. Люди меняются, я согласен, но в детском возрасте только. Что надо сделать, чтобы понять, нужен он тебе в твоей жизни вновь или нет? Конечно же, не замалчивать, что у тебя на душе.
боясь обидеть мужчину или боясь спровоцировать конфликт, ты не проговариваешь вот ключевые претензии свои. Поставь конкретные вопросы перед ним. Готов ли он брать ответственность за то-то, то-то и то-то? Что именно изменилось в его поведении, да, кроме того, что он красиво разговаривать будет? Вот я всегда говорю женщинам, что вот вы любите, вы знакомитесь и так далее, но задай на свидании первый вопрос, когда тебе говорят: «Я хочу с тобой большего». И все, абсолютно практически все боятся спросить: «Хорошо, я к тебе перееду, или там ты ко мне, не знаю, как у вас, да, а что мы будем кушать?» Звезду с неба. Ну, приятного аппетита. Как будут развиваться события, если вы оба решитесь на вторую попытку? Ну, возможность, знаешь, он будет пытаться продемонстрировать заботу, да, стать более внимательным. Но, конечно же, не исключено, что при первой же ссоре он вновь уйдет в свою скорлупу, в эту, да, и вернется к привычной манере поведения, где он во главе, а твои чувства на втором плане. Я просто чуть по-другому не сказал. Многое зависит от того, насколько вы вместе готовы переосмыслить прошлое. Не играя вот в эту хрень, ой, извините меня, не играя вот в это «давай все забудем», да? А с чего забывать-то? Это было. И он вот. Давайте повторим, это будет. Если же ты все же войдешь на второй круг без серьезного разговора и без новых договоренностей, то здравствуйте старые конфликты, здравствуйте старые споры и прочее. Но если действительно хочется обоим поменяться, да, то вы вместе откроете глаза на прошлые ошибки. Тогда у отношений будет шанс второй. Все будет решать тот, знаешь, вот ваше умение слушать друг друга и не оправдывать старые проблемы, старые сценариями и полные и так далее. Где ты, как говорится, вытягиваешь отношения из болота, а он просто выгоду сидит, получает. Поэтому решать тебе. Приходи в проживание, прорабатывай эту нездоровую любовь. И это в первую очередь нездоровая любовь к себе. Не к нему, ни к кому-либо. Это к себе. Возвращаешь старого, значит, себя не уважаешь. Как ни крути, но все идет в корень к этому. Приходи в Арканы, ссылку ты видишь на экране, также это в описании к видео. Чуть не сказал в закрепленном комментарии. Ну да, конечно же, напиши мне комментарий, буду ждать. И помни, конечно, дед всегда рядом.